часов 11 минут. Доброе утро. Тут птичка что-то разбудила меня. Ух ты ж. Солнышко тоже вон как высоко. Время только 7 часов. Посмотрим, велик-то никуда не уехал. Стоит на месте. Это саранча вот эти звуки делает. Что такое нафиг? Шумит так. Ой, отличное утро. Главное, туч нету. Солнышко светит. Это хорошо. Ну, куда-то раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9. 9 машин куда-то едет друг за дружкой. Последние глотают пыль и едут. Ну ладно, что, встаем, просыпаемся. Что-то я не знаю, так неохота консерву кушать. С утра что-то реально неохота кушать. Я думаю, может чай попить и где-нибудь через пару часиков в кафешку заехать покушать. А то я сейчас посчитал, сколько у меня денег-то осталось. 400 тысяч тугриков еще осталось. Это где-то 8 тысяч рублей. А если не обменяют на границе, там вдруг обменник не будет работать, что мне, домой их везти, что ли? Так что можно, наверное, пошиковать последние дни вот эти. А что? Отсюда до границы где-то 350 километров. Плюс сейчас до Улан-Батора доеду, туда-сюда. И с завтрашнего дня мне останется, 300 километров. Так, ладно, округлим. Но опять же, если будет ветер, а вчера ветер северный был, так эти, 300 километров я могу долго ехать. В общем... на кафешку не так уж и много денег уходит, так что можно и в кафешке, наверное, сегодня пообедать. Сейчас, что-то реально неохота консерву открывать, охота просто чай попить с печенюшками, да, наверное, так и сделаю. Может, даже пару кружек чая выпью. В общем, собираемся. Пока чай сделал, туда-сюда что-то ходил, и есть захотелось. Вот это реально обманчивое ощущение с утра, что кушать неохотно. Стоит что-нибудь поделать, пару глотков чайка попить, и все, кушать хочется сразу. В общем, обязательно надо покушать будет. Гречки нету, конечно. Да, просто с хлебом, тушеночку. И вот у меня остались, оказывается, вот только вот такие печеньки. Все закончились. Ну ладно, будем кушать то, что есть. В общем, приятного аппетита. И мне, и вам, если тоже кушаете. Сразу панельку заряжаю. Или телефон через панельку. И вот пока туда-сюда собираюсь, в принципе, телефон, можно сказать, полностью успевает заряжаться. Забыл вчера включить авиарежим, и аккумулятор довольно-таки сел до 4%. Просто в путешествии я включаю авиарежим, и реально аккумулятора хватает на весь день. Просто включаешь интернет, когда надо, и все. Экономия батарейки. Телефон-то уже старый, ему лет 5. Как бы был бы новый, и нафиг этот авиарежим не нужен. А тут уже, да, заряд так себе держит. Проверим, что тут сделали. Вчера тут такая яма была. И че, молодцы. Время 8:52. Да, в принципе, нормалек. Пойдет. Вон идет след от тормозов. Видимо, вчера также эту яму вырыли. Но еще не сделали. Кто-то залетел сюда. Вот я когда приехал, они вот эту яму делали. Конечно, была у меня вчера мысля чуть дальше проехать до заправки, где-нибудь встать чуть поодаль заправки. Потом карту-то посмотрел, там построек столько. Но
Вон все видно, все застроено. А потом подумал, все равно же надо будет мусор выкидывать. И все-таки решился там у забора ночевать. В принципе, неплохо отдохнул, место хорошее. О, название заправки Energy Oil. О как. Ну, сейчас и заедем. Этот Energy Oil. Это Цаган Хотол. Такой мини-населенный пункт. Да, с утра пока хорошо ехать. Ветра такого нету. Но он поднимается, начинается, да. Походу сегодня опять такой хороший ветерок будет. Сад Монгол Групп. Такая заправочка, такую я еще не видал. Да, как же я соскучился уже по нашим заправкам. По Газпрому, Лукойлу. Где ты заходишь, там есть туалет, вода, магазин. Можно что-нибудь взять, попить, там газировочки. Да даже просто воды, если что, набрать. О, а там лес что-то появился. На горе, реально в натуре вон леса. Не просто голые вот эти сопки, а леса пошли. Наконец-то! Наконец-то какая-то растительность. Вон реально деревья. Вон деревья. Неужели? Ну, все, ну что, природа меняться сейчас будет в обратную сторону. Из лесов в пустыне, как я ехал, когда в пустыне был. И сейчас из пустыни обратно в леса. Вот это очень прикольно наблюдать вживую, когда ты едешь на велике, своими ногами. А не когда он на машине пролетел, ничего не заметил. Радуешься каждой потом травинке, листочку, дереву, кусту. Ну сейчас... Хотя дерево, в принципе, вчера первый раз видели. Вот просто на дороге росло. Я ему обрадовался, конечно. А тут вон лесов сколько. Кстати, это уже вторая колонна, которая едет с аварийкой. Куда это они, интересно, все? Вот они едут вообще не торопясь, потихоньку. И такую пробку создали. Вот опять, это уже третья колонна едет, которая с аварийкой. Если честно, я уже сбился, какая-то по счету колонна. Вот так еду с аварийками. И у некоторых номера закрыты тряпкой почему-то. Это для меня прямо загадка. Вот они. Это что, традиция какая-то, что ли, или что? Ну, не знаю, колонна 10-я уже, наверное, вот реально. Вот едут с аварийкой, у некоторых номера закрыты тряпкой. Что это такое? По машин по 10, по 15, вот так вот. Вон автобус. И вот автобус. И прямо в автобусе типа кафешка. Вон эти термосы с чаем стоят. А, люди делают бизнес. Я на это очень надеялся, что перед столицей начнется четырехполосная дорога.
Ну вот она, походу, здесь и начинается. Вот такая дорога, мне нравится. «35 километров еще до столицы ехать. Но я очень надеюсь, что такая дорога и будет. Ну реально, непривычно видеть такую широкую дорогу. Вот это более привычно. Все справа от дороги. Блин, наконец-то. Так задолбался по этой узкой дороге ехать. Свобода сразу чувствуется. О, наша советская разработка. Вот этот заборчик с кирпичиками. Да, вот она горочка, про которую вчера Мапсми говорил мне. Хорошая такая. Ну, бывало и больше. Так-то ничего сложного. Это что, цирк, что ли? Такой купол. Что, шатер? Натяни, вот тебе и цирк. Можно выступать. Блин, едешь по дороге. Понятное дело, колбасит в разные стороны, наверх, вверх, вниз, я имею в виду. И это, то тут, то там. Вот прямо вот здесь воняет трупаками. Но тухлым мясом. Я не знаю, тут может просто мясо разделывают, кожу выкидывают. Потому что я видел, вон шкуры везде валяются. Короче, ароматный трупный запах кругом. Периодически чувствуется, да. Так, я бы, конечно, в магаз заехал что-нибудь попить взять. Это дело надо отметить, то что широкая дорога пошла. Ну, погнали, посмотрим, что это за супермаркет такой. Такой большой, обычный магазин. В общем, вот что взял. Это мультифрукт. Кстати, у них прикольные довольно такие, мякотью со всеми там делами. И вот какая-то Оргилун 0,0. Это что, виноградное пивас? Пиво, что ли, какое-то? Пивас. Ну, в общем, все. Пьем и едем дальше. А, дальше опять горочка. Видите, автобус отъезжает. И, пожалуйста, представляю вашему вниманию остановка Монголии. Вот такая остановочка. Ну что, где-то 25 километров осталось до самого центра города. Эти столбики пропали, уже нету километраж, который указывают. А хотя нет, вон столбик стоит. Просто давно что-то не попадались. Итого 24 осталось. Ну, я почти угадал. Ох ты ж! Железная дорога! Тепловоз на угле тащит. Тут, видимо, этих ЛЭПа нету над ним. Путей электрических. А
А вот и платка пошла. Да, сегодня в первый раз увидели в Монголии паровоз и остановку. Что-то вон просто все транзитом проезжают. Даже никто не платит. А видимо и не надо. Улан-Батор показался! Видно небоскребы. Обычные дома. Вот, собственно, и Улан-Батор. Ну, в общем, вот такая панорамочка. Сейчас хочу фотографию сделать. В общем, вот эта развязка, типа кольца, ведет на границу. Но Улан-Батор туда, а поедем мы потом вон туда. В общем, куда-то, да. Тут одна дорога. Такая. Так. Дядька какой-то бородатый сидит. Время 12 часов. Вот и посмотрим, за сколько здесь окажемся, когда в Улан-Баторе побываем. Вот до Улан-Батора отсюда прямо до центра 20-ка. То есть 20-ка туда, 20-ка обратно. То есть через 40 километров я здесь окажусь. Кстати, здесь трехполосная пошла дорога. И асфальт такой ничего. Вот это я понимаю, вот это нормально. За это респект. Вот уже фрукты продают. Железная дорога. Интересно, куда она ведет? А вот и первый светофор. Ну, нам, в принципе, все прямо-прямо и к центру города, да и выкатим. Так, а вот первый местный велосипедист. Ой, это сейчас же пробки начнутся, наверное, по-любому. Это же столица, тут без пробок, наверное, не обойтись. Ну что, постоим в монгольских пробках. Ну да, вот реально, вот после светофора все, пробка началась. Блин, если бы не сумки, я бы, конечно, уже посередке бы везде проехал. Вон, мотик пытается тоже. Ну, тут хаотично ездят, тут и слева может быть близко, и справа. В общем, такой рандом, лучше ехать потихонечку. Это такая маленькая машинка, малютка вообще. Ага, большой поток туда ушел. А мы едем прямо. Как-нибудь да и приедем. Может, и туда мне тоже надо было. Ну, неохота туда, я лучше туда поеду. Как-нибудь к центру да и прискачем. Основная дорога, оказывается, там была. Здесь куда-то вообще непонятно. Но если что, вот сейчас здесь можно вроде как проехать. А так, если подумать, мы вот этим маневром довольно-таки неплохо проехали вперед. Потому что там тоже вон все стоят. Да, тут железная дорога, вот, видимо, по сюда не ездят. На ремонте что-то все огородили. Блошиный рыночек. Да, я сейчас понимаю, ведь обратно также придется по той стороне ехать, в этой пробке. Короче, это, по ходу дела, на весь день сегодня.
посмотрим, что это за велосипедная дорожка. Может, тут побыстрее пойдет. Так, у меня же есть колокольчик, сейчас будем его испытывать. Рынком пахнет. Тут, блин, эти остановки через каждые, не знаю, 500 метров, наверное. Зачем так много? Еще по такой дороге километра 4 ехать. 4 километра мучений. О, высоточки пошли. Такое чувство, что вся Монголия живет в Улан-Баторе. Столько народу, столько машин. Тут по-любому больше миллиона населения в Улан-Баторе. Еще, наверное, километра 2 ехать. Ну, ладно, хотя бы выделенная полоса для общественного транспорта есть. Я как бы по ней еду, еще более-менее можно ехать. А вот и небоскребчики пошли. То бишь где-то подъезжаем уже к центру самому. Так, ну я уже что-то вроде как бы и даже и приехал. Надо карту-то посмотреть. Наконец-то я приехал. Вот он, центр, самый центр Улан-Батора, столица Монголии. Добро пожаловать. Все, наконец-то приехал. 41 градус сегодня жары. Сейчас мне тут надо как-то налево туда проехать. А вот как раз пока регулировщик там отвлекается всех. Ах, не успел. Хотел туда проскочить. А мы вот так вот. Раз. Мерс, подожди. Ну все, наконец-то. Интересный вопрос. А как сейчас туда попасть? Что-то тут все перегородили, сцена какая-то. Вот поедем за велосипедистом. Я хотя бы как бы хочу попасть на самую площадь. А вот и самая главная площадь Монголии. Ну что, я могу себя поздравить, я все-таки доехал. Даже не верится. Вот она, площадь. А что тут это? По ходу дела сегодня выпускной. Вон все типа это институт или что заканчивают. Народу-то сколько. Да, вот этот всадник, я его видел. Я как бы сюда и хотел приехать посмотреть. В общем, здорово, здорово. Ну ладно, надо остановиться, фоточку сделать. Ну, реально, народу столько. Ну, это, студенты закончили учиться, я так понимаю.
прокатимся по центру, посмотрим. Я сейчас осознаю, что вот с этого момента, с этого места мы уже направляемся обратно домой, в сторону России. Классно, классно, ничего не скажешь. Время 1:42. То есть почти 2 часа до сюда ехали, с той своротки. Ну, все, посмотрели, а теперь поехали обратно. Все, в сторону дома. Ну, до дома, конечно, еще далеко. Ладно, в сторону Байкала. Немного понаглеем по встречке. Да, очень надеюсь, что обратно мы быстрее выедем отсюда. Все-таки заезд в город обычно всегда забит, нежели выезд. Вот реально, этот город не предназначен для такого количества машин. Очень много. Везде пробки, все толкаются. Как какой-то, не знаю, как Шанхай какой-нибудь там. Наверное, 60, а может 70% всех машин, наверное, находятся здесь, в Улан-Баторе. Вот и мечеть у них даже есть. Что-то я не помню, когда ехал, что-то ее не заметил. А вот и KFC. Наш Ростикс. Ну, в общем, это, пойду что-нибудь возьму. В большей части охота взять колы. Ну, стаканчик холодненькой. Там только все на заказ через терминал и через карточку. Но я зато умылся, руки помыл с мылом. Так прикольно. Ну что, поехали дальше в эту суету пробочную. Тополиный пух начинается. Да, зеленый город. Прямо много деревьев растет. Вот церквуха. Это, наверное, католическая. Вот это прямо добротная велосипедная дорожка. Прямо шикарно, прямо уважение сразу. А эти пускай едут, там толкаются. Мы сейчас вот с ветерком проедем. Вот они, все тут встали, затор. Вот и речка. Вот по ходу дела супермаркет. Надо бы заехать что-нибудь взять.
Тут, короче, стоять в очереди я не хочу. О! Walmart! Как почти американский супермаркет. Ну, а здесь, я думаю, не будет такой очередины. Здесь можно взять консерв. Вот это другое дело. Никаких очередей, толкучки. Еще и прохладно здесь так. О, реально, здесь реально кондиционер. А в тот заходил светофор, типа там душновато было, только вентиляторы. Не упущу возможности, возьму какую-нибудь колбасу монгольскую. Вот взял такую колбасу. Тарас Байгал. Она что-то 12 тысяч стоила. Также взял чай холодный, конину, горошек. Да, еще вот эту штуку взял, я ее сейчас прямо выпил. Вот эту. И кукурузу взял. И все на все, про все, что-то 50 тысяч где-то вышло. Ну, в общем, 1000 рублей по-нашему где-то. Ну вот и добрались до этого перекрестка. Было время 12 часов по местному. Сейчас время 1, 2, 3, 4 часа 11 минут. Ну, короче, 4 часа. 2 часа туда, 2 часа обратно. Мне кажется, туда дольше намного было. Ну, плюс я еще там походил, поснимал. Обратно, наверное, ну, за час, наверное, доехал. В общем, неплохо. Ну все, поехали дальше. 19-й километр. Но это километр от города. Нету обратной таблички. И по сколько километров до следующего. Ну, в общем, я посмотрел. Эта трасса, да, все, да, правильно, по которой надо ехать. До Каяхты 329 километров. А Каяхта это уже все, Россия. Ну, то есть до границы 329. Ну ладно, округлим 320, пускай будет. Плюс там погранпереход, там все дела. Ну вот, Дархан. Походу следующий большой городок будет. Ну там сейчас городков-то полно будет, деревушек всяких. Ну что, можно сказать, почти выехали с пригорода. Скоро начнется голая степь горная. Кстати, если сейчас кто-нибудь предложит подвезти, я, наверное, не откажусь. Я вот этот этап не хотел, чтобы меня подвозили. Хотя предлагали, были моменты. А я целенаправленно пер. Хотя, да, был один момент, что прямо, ну, когда был дождь, там тоже хотелось бы, чтобы подвезли. Хотя бы от дождя, чтобы уехать. Ну, никто не остановился. Ну, в общем, если сейчас предложат, да, я, наверное, соглашусь. Охота уже побыстрее на Байкал. Посмотреть. Отец Байкал, как его называют. Искупаться в нем, воды попить. Да, я не откажусь, если хотя бы до границы, что подкинули. На 300 километров. Ну, не подкинут, что, 3 дня будем ехать. Вот здесь какой-то храм. Блин, как снимать, так начинают эти фуры ездить. Весь вид загораживают. Очередная платка. Насколько дальше, интересно, будет хорошая дорога или плохая? Я же сомневаюсь, что сейчас такая будет, по которой вот ехали. Четырехполосная, гладкая. Ну, прощай, Улан-Батор. Город суеты. Какая суета там. Вот, пожалуйста, огласите весь список. Вот вам все, что будет дальше. Город, конечно, красивый, ничего не скажешь. Но дороги узкие. Блин, Монголия,
такие просторы. Неужто нельзя было город пошире как-то строить? Расширять его, что ли? Да, что-то как-то... Ну, когда Улан-Батор же старый город, тогда не было столько машин. Строили, не задумываясь на будущее, видимо. Я бы, конечно, сегодня с удовольствием бы искупался в речке. Когда я там по Улан-Батору гонял, термометр где-то 45 показывал, 40. Жарко было, в общем. Ну что, время и поужинать. Попробуем эту колбасу. Что-то все кафешки проехал. А, если честно, неохота меня в кафешке сегодня останавливаться. Ну так да ничего, пойдет. А уже если что, сегодня вечерком ее приложимся к ней как следует. Ну, чтобы консерву не открывать. Под вечер дорога решила сделать мне подарок. Такой тикун, блин. Гора-то хорошая. Аж что-то, блин, спотел даже. 4-5% был подъем. What's your name? Yeah? What's your name? Name? Ertuğrul. Ertuğrul. Aha, Ertuğrul. Да? Ага. My name is Данил. Вот такие ребятки стоят. Nice bike. Катаются на великах. Ну, видимо, где-то здесь живут в деревне. Ну что, думаю, еще десяточку проехать до соточки, да и нафиг, хорош на сегодня. Где-нибудь встанем. Ну что, хотел купаться, иди купайся. Ну здесь такое, ну тут все истоптано животными. Не, в такой луже я точно купаться не буду. Дорога-то в гору сейчас пойдет. И на гору. Ну а там горы какие. Я думаю, там она и закончится. Четырехполосная где-нибудь. Станция электрическая. Вот сколько панелек. Забор из колес. Видали такое? Это ж сколько колес надо было насобирать-то. Все, наверное, на монтаже объехали. Реально еще. Он еще, он как дальше далеко идет. Кто-то заморочился, конечно. Да, так вот подумать, сколько общий километраж у всех этих колес. Наверное, до Луны и обратно хватит. Может и несколько раз туда-сюда. Недавно матрас лежал, а теперь лежит подушка. Кто-то что-то потерял, плохо закрепил. Ну все, соточка есть. Можно и это. Искать место для ночевки. Ну как искать? Отбойник закончится, да я и поверну сразу где-нибудь вот так вот возле дороги. Мне вон бутылочку подогнали. А там, если видно, на гелике чувак, у него масло пробило. Он встал прямо по дороге. Я подъехал. Ну как
его ж не объехать. Пока я ждал, чтобы слева никого не было, ну, он так рассказал, типа, проблема у него такая. И водичку мне подогнал. Большое ему спасибо. Надеюсь, сегодняшняя проблема быстро решится. Ну что, где-нибудь, наверное, здесь и заночую. Ох, ё-моё, ничего себе, блин. Вот это, блин, да. Ладно, хоть остановился. Вот. Хотя не, ну, нога провалится точно. Поляночка такая, более-менее ровная. Ну-ка, пойдем посмотрим, что за труба. Труба-то, ох-охо. Хоть там палатку можно ставить. Ну, реально. Нормальная труба. Кстати, даже здесь можно ночевать и без палатки. У нас необычный будет ужин. Колбаса, кукуруза, ну, хлеб и чай. Где хлеб-то у меня? Вот он, хлеб. И чай потом вот с этими штучками, с кексиками. В общем, вот такой ужин. Думал заварить лапшу, бич-пакет, с колбасой поесть. Да что-то так неохота. Я просто сейчас наверну эту колбасу с хлебом, с чаем и с кукурузой. Вот это будет зачетный ужин. Ну что, давайте посмотрим сегодняшний результат. Сколько мы проехали. 102.13. Да, в принципе, нормально. 7.36 ехал. 13.42. Что там? 26 градусов. Ну, тепло сегодня. 728 метров набора высоты. В принципе, нормально. Почти километр. Да, отличный денек. Наконец-то я посмотрел Улан-Батор. Ну, такой город, да. Город, конечно, большой. Вот сколько там, интересно, населения. Надо бы загуглить. Что долго думать-то? Вот я и загуглил. Короче, по данным на 1 февраля 2025 года численность населения Улан-Батора составляет 1 миллион 405 тысяч человек. Ну и еще 64, да. По данным 30 января численность населения Монголии составляет 3,5 миллиона. Годовой темп роста населения 1%. Но это, наверное, очень мало. Ничего себе. То есть, грубо говоря, ну, сколько? 40% населения Монголии, может 45, где-то около 40, я думаю, так. Это математика, конечно. Живет в Улан-Баторе. Чуть ли не половина населения всей вот этой большой страны живет в одном городе. Да. Оттуда оно и заметно. Столько машин. Движуха, суета. Что-то все пикают, едут куда-то. Вот если честно, я бы, наверное, в Улан-Баторе бы не хотел жить. Очень суетливый город. Мне кажется, наш Екатеринбург более безмятежный такой, что ли. Нету вот этого всего, вот этой всей суеты. Уж не говоря про Первоуральск. Первоуральск — это вообще спокойный, тихий город. Ну что, приятного аппетита мне. Поехали. Хоть посмотрим, как это по вкусу все получится. Колбаса, хлеб и кукуруза. И чайком запьем все. Угу. Ну, на самом деле очень вкусно, да. Ну, с голодухи все будет вкусно. Ну что, в общем,
Вот и все, наверное, на этом. Что, будем заканчивать, закругляться. Вот, у меня же все готово. Я сразу же все делаю. Коврик, одежду скидываю, спальник, сразу же все подготавливаю, чтобы потом покушать, туда-сюда, походить, побродить, потом сразу же уже на боковой. Ну, естественно, помыться. То есть у меня влажных салфеток-то немного осталось, но сегодня должно хватить. То есть еще вон те влажные полотенца остались. Так что мыться надо по-любому. Вот такой закат. Тени так прикольно отбрасывают горы. А там вон лесок. Вот кто-то себе нормальное место застолбил-то. Вот там наверху. Прямо лес такой. Солнце уже где-то, наверное, через полчаса сядет. Наконец-то доехали до Улан-Батора, посмотрели. Ну ладно, в общем, на этом все. Завтра будет новый день. Увидимся. Пока.